Вот ты малыш. Иди сюда. На, держи, держи. Кис, кис. Да, да, да. Не маленький. Не маленький. Не маленький. Иди сюда. Иди сюда, на, смотри. Иди сюда. Всем здравствуйте! Меня зовут Олег Новиков, и сегодняшняя история про двух котят – Томика и Тому. Сразу хочу предупредить, что эта история закончилась хорошо, поэтому не переживайте. Началась эта история со звонка. Мне позвонила Вика и говорит: я сейчас гуляю на улице с собаками, и на мусорке сидит маленький черный котенок. У него что-то с хвостиком и передней левой лапкой. Я не могу подойти, я не знаю, что мне делать. И добавила: Олег, с хвостиком что-то очень плохо. В тот момент я возвращался с работы домой. Было уже очень поздно. Чтобы добраться домой, мне нужно было примерно еще минут 30. Я попросил, чтобы Вика сделала несколько фотографий котенка, может быть даже видео, и как можно максимально приблизив, чтобы было видно, что с хвостиком и место, где он находится, чтобы я потом знал, где мне его искать. Близко котенок не подпускал. Он находился за небольшим заграждением. Хорошо, что из-за этого небольшого заборчика котенок не видел собак, поэтому можно было его рассмотреть и подойти более-менее близко. Можно было рассмотреть поближе, но дотянуться до него через забор было невозможно. Котенок не подпускал к себе на близкое расстояние. Он бегал по стоянке между домами и прятался под машины. Я приехал домой. Я взял немного еды, перчатки и пошел искать котенка. Когда я пришел на это место, котенка нигде не было. Ни на стоянке, ни около мусорника, ни под машинами. Очень сложно искать ночью черного котенка. Котенок мог быть где угодно. На видео у котенка была рана на хвостике и на задних лапах. Было видно, как он поджимает переднюю левую лапку под себя. Рана на хвосте выглядела очень плохо. Нужно было забирать его оттуда и обязательно показать котенка доктору. Но для начала мне нужно было его найти и поймать. Котенка нигде не было. Я включил на телефоне запись мяуканья котят. Иногда таким образом можно услышать маленького котенка. Такой способ, к сожалению, не всегда работает. В этот раз у меня ничего не получилось. Все было тихо. Я ходил между домами и думал, что самое главное, чтобы он не побежал в сторону главной дороги. От этого места, где он был, до центральной дороги всего один двор. И там очень интенсивное движение, утром и вечером. Очень опасное место. Я обошел все места в округе, в которых мог спрятаться котенок, но он так и не подал ни единого звука. В общем, я возвращаюсь домой. Продолжу поиски завтра утром. Не нашел. Темно и нету. Не знаю, в каких кустах он прячется. Завтра утром буду смотреть еще. Не получилось даже. Без понятия, где он может быть. Завтра будет светло. Пойду искать еще. Все. Идем, все будет хорошо. Сегодня не получилось. На следующий день утром я приехал на то же место. Как только я вышел из машины, я увидел котенка. Котенок сидел за мусорным контейнером среди мусора и смотрел в мою сторону. Вот ты малыш. Иди ко мне. Ну, у тебя вкусненькая такая. Иди сюда. На, держи, держи. Кис, кис. Да, да, да. Не маленький. Не маленький. Не маленький. Иди сюда. Иди сюда, на, смотри. Иди сюда. Я его нашел, потом у него с хвостом нету. Попробую переноской его поймать. Переноска будет лучше, мне кажется. Раз он идет к еде. Держи, мальчик. Не бойся. Сиси. Подойти близко к нему можно было только с одной стороны.
со стороны небольшого ограждения. Но поймать его, когда перед тобой забор, даже мне с моими длинными руками было очень сложно. Я просто не мог до него дотянуться. Но котенок реагировал на еду, поэтому его можно было поймать, заманив его в переноску. Это не всегда срабатывает, но можно было попробовать. Я положил немного еды в переноску и поставил ее рядом с кустами. Накрыл переноску полотенцем, отошел подальше в сторону и стал ждать. Обязательно нужно чем-то накрывать переноску. Это нужно для того, чтобы котенок не видел вас через отверстие, когда он будет внутри. Таким образом, у вас будет возможность подойти незаметно и закрыть дверцу. Прошло примерно минут 10. Котенок осторожно вышел из кустов, съел кусочек еды перед переноской и потихоньку забрался вовнутрь. Получилось. Опа. Все, поймался. Да-да-да. Да-да-да. Да-да-да-да-да. Четки. Все, ты тут сиди спокойно. Ты такой красивый. Это все, ты такой красавчик. Ой, малыш, все будет хорошо. Алло. Мы пока около мусорки. Поднимайся домой. А, хорошо. Я просто машину твою не увидела. Я около мусорки с машиной вместе. Хорошо. Поднимешься домой, напиши, я поднимусь с ним. И сразу в ванну его, и там он диковатый чуть. Хорошо? Покусал тебя? Нет, шипит просто. Ну, сейчас работаем. Сейчас я посижу с ним чуть. Нет. Вот такое чудо. У нас обрублен хвост. Край хвоста. И там какое-то загноение. И вот такой вот малыш боится, шипит. Но все будет хорошо. Не бойся, ты чего ты? Все же хорошо. Ты уже у меня. Все будет хорошо. Только не шипи, не ругайся, хорошо? А чего ты? Я же только что тебя гладил. Успокойся. Все, успокойся. Котенок был очень дикий. Он не давал к себе прикоснуться. Я рассмотрел хвостик поближе. То, что я увидел, мне совсем не понравилось. Это выглядело на самом деле очень плохо. Нужно было обязательно отвезти его к доктору. Я дал котенку еще немного еды. Мне нужно было, чтобы он немного успокоился. Я понимаю, что сейчас котенку очень страшно, но я знаю, что все будет хорошо. Обязательно все будет хорошо. Я сидел с ним в машине и кормил его маленькими кусочками еды. Мне нужно было, чтобы он хоть немного привык находиться близко к человеку. Малыш немного успокоился и даже дал взять себя на руки. Я осмотрел хвостик. Очень странная рана. Край хвостика был как будто бы откушен. Нужно было обязательно показать котенка доктору и как можно скорее. Кроме этого, на задних лапах небольшие ссадины, но ничего серьезного.
Почему котенок прижимал переднюю лапку, я так и не понял. Я ничего особенного не заметил. Все, чего ты? Это мальчик. По-моему, это мальчик. Да, мальчик. Это пацан. Мне по-моему, что пацан. Что это с лапой? Едем домой. Все дома, чудо счастья. Черный, красивый. С хвостом у нас проблемы. Надо будет вести, наверное, к врачу сегодня. Показывать хвост. Потому что выглядит очень плохо. Ну, сейчас разберемся. Я принес малыша домой. Котенок вел себя спокойно. Если у котенка есть явные повреждения, то не нужно его купать. Это очень важно. Максимум, что можно сделать, это обработать рану и повытирать его влажными салфетками. Все остальное только после проверки доктора. Мы позвонили в клинику и договорились, что приедем после обеда. Это единственное место, которое было свободное. Малыш хорошо покушал, и это не могло не радовать. Теперь котенок был не голодный и был в безопасности. Теперь все будет хорошо. Я оставил малыша дома и побежал на работу. Мне нужно было сделать работу и возвращаться домой для того, чтобы отвезти малыша к доктору. Посмотрим, что он скажет. Кусок хвоста от этого. Я перчатку возьму, потому что он еще только с утра у нас. Он еще дикенький. Попробуй. Не бойся, не бойся. Чего ты? Не бойся. Все хорошо. Олег, водички? Нет, спасибо. Такое чудо. Я не почти. Чуть-чуть такое, ну, Пугливый немного. ну, шипитка. Если ее все взять осторожно, то она будет спокойно сидеть. Скажи мне, сколько времени он у вас? С сегодняшнего утра. Теперь я возьму вот так. Подниму тебя, ты посмотришь. Да, у него гангрена тут. Брать, да? Да. Ему нужно купировать хвостик. До 3-го позвонка. Вот так. Окей. Потому что тут уже гангрена. Да, я вижу, что у него может- отваливаются куски. Да, да. Потом это чувствительности практически нет никакой. Ну все уже. Нет иннервации, нет кровоснабжения. Нужно ампутировать до 3-го позвонка. Что у нас тут? Из-за хвостика, что ли? Да. Ну, И я хочу температуру померить. Скажи мне, Олег, он ест, пьет? он поел один раз. Мы ему давали смешанное с водой. Ел хорошо. В туалет пока еще не ходил. Думали, что покакал, типа была маленькая какашка, но это просто отвалился от хвоста вот этот кусок. 38,3. Нормальная температура тела. Я его сейчас хочу послушать. Тихо. Так вроде бы ничего. Ну, нужно купировать хвостик. Хорошо. Единственное, ты можешь потом посмотреть, потом лапы прощупать у него. Да, да. Я держу. Тихо. Я держу. Мордасик-то красивый такой. Глазки большие. Хороший, красивый. Жалко хвостик. Да не начинай. Все хорошо будет. Прощупай лапы, потому что мне показалось, что он чуть-чуть прихрамывает. Я так и не понял. По-моему, на переднюю левую он прихрамывает. На эту, да. Да. Вот так вот. Может быть, мне показалось просто. Ну, Может быть, из-за хвоста. при знаешь. пальпации сложно определить, но если какие-то серьезные, скажем, травмы, то да, наверняка
Должна быть какая-то репутация прослушать. Я так пощупал. А мы его выпустим и посмотрим, как он будет А мы его потом поймаем? забираться в перенос. Я понял. Я ему сейчас сделаю укол, в уколе антибиотик. Можно обезболивающее какое-то И работать. Ему, наверное, обезболивающее. больно, да? Да. Завтра, наверное, с утра можно будет его оставить, я его куплю в гости. Сегодня не смогу, никак. Хорошо, только с утра. Проблемы, что меня вечером зовут. Тихо. Тихо. Не бойся. Все хорошо, не бойся. Хочешь зайти? Опа. Сейчас. Хочешь посмотреть? Олег, секундочку. Я обезболю, дам антибиотик. Завтра с утра это во сколько работает? К 9. Как он забежал? Я не посмотрю. Сейчас вытащу еще раз. Просто не удержал его. Понял. Ладно. Так, я отпускаю, ты смотришь? Да. Или ты Да, хочешь? да. Все, я его уколол. Тихо. Давай матрасики. Забежал. Да. как-то. Отталкивается, не наступает. Отталкивается, не наступает. Ну, может быть, он из-за хвоста так еще, потому что хвост у него между... Но я утром его прооперирую. Хорошо. Спасибо. Рубер долго будет заживать, болезненно заживает. Котят быстро. Куда быстро? Делается кисетный шов. То есть То есть ты зашьешь за... здесь одна особенность. Для того, чтобы не было натяжения, оттягивается кожа, делается круговой разрез, так, чтобы она чтобы она могла- потом зашла назад на твоем. И делается кисетный шов, стягивается такая помпочка, все, кость остается внутри и декупирует по третьему позвонку. А у него стул был вообще? Нет еще. Только утром забрал. Я Ему еще надо не видел. призмочку. Давай я ему сделаю призмочку. Пеленку, потому что... Так, может быть, он до вечера еще сходит в туалет. Ну, они только его взяли недавно. Мы его только вот первый раз покормили, он ничего не ел еще, они бедные голодные. Вернулся домой от доктора. В общем, хвост надо удалять, кусочек этого хвоста, потому что там уже мертвые ткани. Само, естественно, не восстанавливается, потому что уже мертвый хвостик. Операция будет завтра. В общем, все будет хорошо. Нужно оперировать. Конечно, я думал, что может каким-то образом можно спасти, но нет. Нужно убирать хвост, ампутировать хвост до определенного места, потому что в нем совсем нет кровообращения. В общем, это просто мертвый грузик. Доктор сделал 2 укола, один с обезболивающим, другой с антибиотиками. Котенка назвал Томас. Хорошее имя, мне кажется. Томас. Все будет хорошо. На следующий день была операция по ампутации хвостика. Днем мне позвонила Наташа, ассистент доктора, и сказала, что операция прошла хорошо, и вечером можно забирать котенка домой. Она прислала несколько фото Томика. Такой он был несчастный, так мне его было жалко. Бедный котенок остался без хвостика. Но у нас, к сожалению, не было другого выбора. Вечером я поехал в клинику и забрал малыша Томика домой. Прошло 5 дней. Котенок Томик хорошо восстанавливался. Нам нужно было каждый день давать ему лекарства. Нужно было следить за тем, чтобы он не трогал свой хвостик. Вот такой у нас Томик. Боится еще. Не бойся. И наш хвостик. Вот у нас хвостик такой. Не бойся, не бойся. Прошло 5 дней с того момента, как я его поймал. И я, наверное, для него самый большой страх в его маленькой жизни. Томик, конечно, уже не так реагирует на меня, как в первый день, но все еще очень сильно меня боится. Котенок привыкнет к новой обстановке, это только дело времени. Малыш Томик очень красивый котенок. Когда он подрастет, он будет шикарным котом. Я в этом даже не сомневаюсь. Все будет хорошо. Вот он. Это Томик. Маленький. Прошло 10 дней после операции. Вот такой вот у нас... Не выгони. Вот такой вот у нас хвостик. Вот такой. Вернее, у нас нет хвостика. Не страшно. Вот, мы еще пугливые. А меня мы боимся особенно. Потому что я же самый страшный зверь, который его поймал. Да?
Томик, ты красавчик. Хвостик заживает хорошо. Все нормально у нас. Да? Томик. Малыша Томика мы нашли через несколько домов от нашего дома. Мы не видели его там раньше, хотя все время гуляем там с собаками. Как и откуда он там появился, можно только догадываться. Прошло несколько дней с того момента, как я забрал Томика домой. И вот в этой истории появляется еще один персонаж. Приходит Вика домой и говорит: я слышала крик котенка. Она еще сказала: я слышала крик, а не плач. Крик непонятно откуда. Я тогда ей сказал: наверное, где-то еще один бегает. Или может у кого-то дома кот просится гулять. На следующий день иду с работы домой, меня встречает соседка и говорит: Олег, я видела, как через дорогу перебегал слепой котенок. Я спросил ее, почему она решила, что он слепой. Она сказала, что глаз не было совсем видно, и он бежал через дорогу, не обращая внимания на машины, которые проезжали с ним очень близко. Она показала это место. Котенок бежал от автобусной остановки в сторону моего дома. Получается так, что где-то недалеко с моим домом бегает еще один черный котенок. Может, это брат или сестричка Томика, я не знаю. В тот же день вечером я выхожу с собаками гулять на улицу. Только вышел из подъезда и слышу громкий крик котенка. Котенок сидел на крыше небольшого навеса, который накрывал участок рядом с домом. Я подошел как можно ближе, чтобы разглядеть котенка. Вся мордочка была в коросте, глаз совсем не было видно. Это точно он, это тот котенок, который бежал утром через дорогу. Я быстро поднимаюсь наверх домой, оставляю собак, беру перчатки, полотенце и спускаюсь обратно. Котенок сидел на крыше, дотянуться до него я не мог. Мне нужно было забраться на забор рядом, и только так я смог его схватить, и то только одной рукой. Мне нужно было сделать все с одной попытки. И самое главное, сделать все тихо, чтобы котенок не услышал меня, как я к нему подхожу. У меня получилось. Я думаю, что он был просто сонный и сам не сразу понял, что произошло. Но прошло буквально несколько секунд, котенок стал так сильно вырываться, что мне пришлось прижимать его к траве, чтобы получше завернуть в полотенце. Малыш кричал и вырывался все время, пока я нес его домой. Котенку было очень страшно. Но все теперь будет хорошо. Очень дикий просто. Так кусался, просто капец. Коробки. Ой, какие гуляют. Дома стали отмывать мордочку от коросты. Нужно было отмыть глаза. Размачивали и снимали с мордочки кусочки грязи. Как будто бы это песок вперемешку с каким-то клеем. Потихоньку добрались до глаз. Видно? Думаешь? Слушай, один вообще никак учи. Глаза в очень плохом состоянии, но они есть. И даже двигаются. Радости у нас было море. Один глазик был намного хуже, чем другой. Но будем лечить. Котенок будет видеть, теперь все будет хорошо. Котенок был не поломанный, кроме глазок все было в порядке. Малышка немного успокоилась, и мы решили котенка искупать. Перед купанием мы постригли ей ногти. Котенок дикареныш, так что не очень хотелось быть сильно подранными после купания. Сейчас твои лапки. Сделаем тебе маникюрчик, чтобы ты нас не подрала. Красавица наша. Ой, ты будешь красавица. Знаешь, как пойму? Как? Одну ногу на забор. Ну, я так и думала, что надо... Быстро в прыжке, такой, знаешь. Это была кошечка, мы назвали ее Тома. Во время купания она вела себя очень спокойно. После того, как мы почистили и открыли ей глаза, Тома сразу успокоилась. Наверное, ей было интересно рассматривать двух очень странных существ, которые держали ее на руках и что-то там говорили на непонятном языке. Сейчас мы хорошенечко ей глазики протрем. Ну вот правый, левый глаз хуже, да, намного? Вот это, да? Сейчас мы мазью Левый вот намажем. этот, мне кажется, вот этот прям... Не-не-не, наоборот. Ну, Сейчас мы все сделаем. урчит. А? Урчит, представляешь? Урчит моя девочка. Мы искупали малышку, повыбирали всех паразитов и обработали глаза. Накормили и уложили в манеж для котят. На следующий день мы отвезли Тому к доктору. Повезло, что глаза остались целые после такого воспаления. Глазки нужно будет лечить 2 недели. Нужно капать и мазать мазью. И вот мы. День номер 2. Такие у нас уже глазки. Сидит в домике конвертике в таком мягком и боится.
Глазки уже лучше. Ну, еще надо лечить, но уже лучше. Все будет хорошо. Вот такая. Красавица. Все будет хорошо. В общем, у нас в доме появились два черных котенка. Томик и Тома. Томик был больше похож на египетскую кошку, а Тома более европейская. И Тома была немного пушистее, чем Томик. Так что не думаю, что они брат и сестричка. Хотя на самом деле какая разница? Самое главное сейчас, чтобы они поправились. А все остальное совсем не важно. Прошло больше месяца. За это время котята подросли, поправились. Они бегали по дому, как два маленьких моторчика. Глазки у Томы полностью восстановились, хвостик у Томика зажил, и теперь можно было начинать искать малышам новый дом и своего человека. Обычно новые дома своим найденышам мы ищем через интернет. Делаем несколько хороших фото, небольшое описание про котенка и публикуем по разным социальным сетям. Нам удалось найти малышам новый дом. Сегодня мы везем кошечку Тому в новый дом и по традиции напутствия. Она спит. Вот она. Напутствие лежа. Во сне. Тома, доброе утро. Я не буду его таскивать. Значит так. Напутствия такого еще не было. Слушай меня внимательно. Диваны не рвать. Писать только в коробочку. Слушаться маму и папу. Спит и урчит. Такого еще не было. Да. Спи, девушка, спи. Ехать нам долго, спи. Так ухо спрячь. Так вот. Такого еще не было. Первый раз напутствие во сне. Но будить не будем, потому что я ходулка, пусть спит. Все, едем в новый дом. Кошечку Тому теперь зовут Нутси, и она очень полюбила сына хозяйки. Очень рада осознавать о том, что есть такая хорошая дружба между животным и человеком. Она от него просто не отходит. Они замечательная семья, и очень рад, что Тома нашла своего человека. Вот такое сообщение они прислали нам на следующий день. Да, Викулечка, милая, нежная, такая радость. Спасибо вам огромное, тебе и Олегу. Сейчас прошло уже время, и я знаю, что у Томы и у Нутси все хорошо. Теперь за нее можно не переживать. Малыш Томик тоже нашел новый дом. Сейчас его зовут Тимофей или Тимка. С ним вообще получилась интересная ситуация. Его будущая хозяйка нашла нас по старому объявлению. Она рассказала, что у нее был черный котик, который жил у нее много лет. После того, как его не стало, она много лет думала и никак не решалась взять котенка в дом. Она сказала, что сейчас она готова и хочет котенка. Мы рассказали, что котенок, которого она видела по старому объявлению, уже давно живет в новом доме. Но у нас есть другой, который очень особенный. Особенный, потому что у него нет хвостика. «Почему нет хвостика?» – спросила она. Мы рассказали ей историю Томика. Она попросила прислать ей фотографию котенка. Следующее сообщение от нее я никогда не забуду. В нем было два предложения. «Это же мой кот, как долго я его искала». Что может быть лучше этих слов для котенка, который жил на мусорке и был никому не нужен? Сегодня мы везем малыша Томика в новый дом и по традиции напутствия. Иди, мамочек. Иди, не бойся. Вот он какой красавчик. И это мой без хвостика. Значит так. Диваны не рвать. Слушаться маму и папу. Писать только в коробочку. Все понял? Он очень сильно труслив. Ну не бойся, не убегай. Он очень сильно меня боится. Потому что я это самое, ну, не самое страшное, но одно из страшных существ в его жизни, потому что я его возил к доктору. И он все время, если его беру, бежит к Вике и кричит: «Мама, спаси меня от этого чудовища!» Вот он весь сейчас напрягся весь. Такой: «Ну чего ты, я хороший». Боится. Все, вот. Все, едем в новый дом. Новая хозяйка Томика очень хороший и добрый человек. Малышу Томику очень повезло. После всех его страданий и боли, сейчас у него замечательная семья, у него большой домик, он очень любит свою хозяйку и любит беситься, бегая по дому с новыми игрушками. Теперь за него можно не переживать. Все у него хорошо. Я очередной раз хочу сказать огромное спасибо ребятам, которые приютили малышей. Вы настоящие люди. Я желаю вам всего только хорошего. Бездомным животным очень сложно выживать и находить пропитание в нашем современном мире. Котята Томик и Тома не смогли бы выжить без помощи человека. У них не было никакого шанса.
Помогайте по возможности бездомным животным. Будьте хорошими людьми настолько, насколько это возможно. А на сегодня все. Удачи всем. Берегите себя. Всем пока.